Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нити Истории. В сегодняшнем ролике вы узнаете, почему у многих советских танков во время Второй мировой войны не было дульного тормоза. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Если посмотреть на танки Второй мировой войны, то можно заметить одну очень интересную деталь, которая лежит буквально на поверхности, но в глаза почему-то сильно не бросается. Она заключается в том, что у многих советских танков, в отличие от немецких, отсутствует на стволе дульный тормоз. В чем же заключается причина такой особенности конструкции отечественных машин? И означает ли это, что наши танки были все-таки хуже немецких? Если внимательно посмотреть на бронетехнику разных стран периода Второй мировой войны, то станет понятно, что дульного тормоза не было не только у некоторых советских танков, отсутствует он и у отдельных немецких машин. Более того, дульного тормоза нет на некоторых моделях основного американского танка Шерман. Подобным образом дела обстоят с британской, японской и другой техникой. В чем же заключается дело? Очевидно, что ответ на вопрос кроется не в слове «экономия». Правильный ответ – техническая необходимость. Танковые орудия Второй мировой войны, особенно ее первой половины, значительно уступали по мощности тем орудиям, что стали ставить во всех странах на танки уже в годы Холодной войны. Современные пушки куда мощнее, а потому каждый из них поголовно нуждается в дульном тормозе. Как несложно догадаться, данное устройство позволяет сокращать количество пороховых газов, попадающих внутрь машины, а также существенно сокращает отдачу орудия. Создать мощную пушку без тормоза теоретически можно, однако в этом случае придется предоставлять ей больше места для хождения. А так как в танке со свободным местом есть известные проблемы, то такой подход является банально неконструктивным и нерациональным. Другое дело, танки с пушками малой мощности, как ранние Т-34, Шерманы и многие немецкие легкие танки. Слабая отдача делает дульный тормоз банально ненужным. Существует и вторая причина – тактика ведения боя. Дульный тормоз создает облако горячих газов, которые представляют серьезную опасность для людей, стоящих в непосредственной близости от танка. Такая машина неприменима для осуществления танкового десанта, когда пехота садится на броню. Тем не менее, в годы Великой Отечественной войны активно шла гонка пушки и брони. Силу и качество защиты старались постоянно увеличивать, а поэтому к 1944 году почти все отечественные танки, в том числе и новые модификации Т-34, стали получать мощные пушки, которые уже не могли обходиться без дульного тормоза. Если вам понравился этот ролик, не забывайте поддержать нас лайком. Также пишите в комментариях, знали ли вы этот интересный факт. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми.